Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. И в этом видео мы с вами свяжем вот такого маленького зайчика Валентина. Зайчик маленький, его рост всего 18 сантиметров от кончиков ушек до ножек. И уходит на него пряжа меньше одного мотка. Я вяжу его из пряжи Yarnart Jeans 50 грамм, 160 метров. Крючок я использую 2 миллиметра для этой пряжи. Глазки нам понадобятся на безопасном креплении размером 6 миллиметров. Также по желанию потребуется фетр или кусочек фоамирана для того, чтобы сделать ему белочки. Но если таких материалов у вас нет, то ничего страшного, можно просто вышить, например, белыми ниточками. Также потребуется наполнитель. Вот такой я использую холофайбер, шарики. Из пряжи еще потребуется около 5 грамм красной для сердечка. Также нужна будет черная ниточка тоненькая для вышивания бровок, ресничек и носика. Носик можно использовать клеевой, но мне больше нравится их вышивать. Зайчик получился у меня цельновязанный. Пришивается у него только ушки, мордочка и хвостик. Ручки и ножки ввязываются. Ножки вывязываются, а ручки ввязываются. Вот такой малыш вяжется быстро, легко. Если в процессе вязания по этому мастер-классу у вас возникнут какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я вам постараюсь ответить. Если вам этот зайчик понравился, присоединяйтесь и приятного вам вязания. Начинаем вязать деталь ушка. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Дальше следующий ряд мы вяжем второй, провязываем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Один столбик и в эту же петлю второй столбик. Получилась у нас прибавка. Также повторяем еще 5 прибавочек. В общем должно получиться 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд третий. Мы вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. Провязываем 1 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку. 1 столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Вяжем так до конца ряда, и у нас получается 18 столбиков. Следующие 4 ряда, это получается 4, 5, 6 и 7, нужно провязать по 18 столбиков в каждом ряду. Без прибавок, без убавок, просто по кругу вяжем столбиками без накида 4 ряда. Вот такая деталь должна получиться. Следующий ряд вяжем 8, провязываем 7 столбиков. Первый, второй,
3, 4, 5, 6, 7. И дальше нам нужно провязать убавку. Убавку я провязываю, захватывая передние полупетельки. Ввожу крючок под переднюю полупетлю первую и сразу же под вторую. Провязываю убавку. Так она менее заметная. Еще один раз провязываем 7 столбиков убавка. И в конце ряда у нас получится уже 16 столбиков. Следующий 9 ряд провяжите 16 столбиков без накида. 10 ряд провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Довязываем так еще один раз до конца ряда 6 столбиков убавкой, получится у нас уже 14 столбиков в ряду. 11 ряд мы провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Довязываем до конца ряда еще один раз 5 столбиков убавка. И получится у нас уже 12 столбиков в этом ряду. Следующий 12 ряд провяжите 12 столбиков. В 13 ряду провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Вяжем так еще один раз 4 столбика убавка. И следующие 14 и 15 ряд, получается всего 2, провяжите по 10 столбиков в ряду. Довязали. В общем у нас получилась деталь 15 рядов. В следующую петлю мы провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем чуть подлиннее, для того чтобы ею пришить ушко к голове. Вяжем таких 2 детальки. Для хвостика делаем кольцо амигуруми. В него набираем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем колечко, вяжем второй ряд 6 прибавок. Получается у нас в итоге 12 столбиков. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Следующий ряд, третий, нам нужно провязать 12 столбиков.
И заключительный 4-й ряд мы вяжем 2 столбика убавка 3 раза. Первый столбик, второй и убавка. Снова вяжем первый, второй, убавка. И третий раз. Первый столбик, второй, убавка. Следующую петлю мы провязываем соединительной, воздушная петля. Ниточку вытягиваем подлиннее, потому что будем пришивать ею хвостик к туловищу. Наполняем его совсем немножечко. Все, хвостик готов. Следующую деталь нам нужно связать мордочку. Она состоит всего из 4 рядов, вяжется белым цветом. Для начала набираем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, вяжем следующий ряд второй. Провязываем 3 столбика в одну петлю, 1 столбик, в эту же петлю второй столбик и в эту же третий. Дальше вяжем еще один раз в следующую петлю также 3 столбика. Первый, второй, третий. В следующую провязываем 1 столбик без накида. Повторяем так еще один раз. 3 столбика в одну, первый раз, второй раз вяжем 3 столбика в одну, и 1 столбик без накида. Во втором ряду у нас получилось 14 столбиков. Дальше следующий ряд мы провязываем 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй. Дальше снова 2 раза подряд мы провязываем по 3 столбика в одну петлю. Один раз провязали и второй раз. Первый столбик, второй и третий. Дальше вяжем 5 столбиков без накида, в каждую петлю по одному. Второй, третий, четвертый, пятый. И повторяем 2 раза по 3 столбика. В одну петлю провязали 3 столбика и в следующую петлю 3 столбика. Дальше довязываем до конца ряда 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй и в следующую петлю третий. Закончили третий ряд, получилось 22 столбика. И следующий 4-й ряд провяжите 22 столбика без накида. Далее провяжите соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем, оставляя длинный хвостик для пришивания. Следующую деталь мы будем вязать ручку. Вот такая она маленькая, состоящая всего из 21 ряда.
Начинаем мы с кольца амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков. Затягиваем. Следующий ряд, второй, провязываем 6 прибавок. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Получилось у нас в этом ряду сейчас 12 столбиков. И следующий, третий и четвертый ряд нужно провязать по 12 столбиков. Пятый ряд провязываем 2 столбика. Убавка. И повторяем так в общем 3 раза. Первый уже провязали, еще 2 раза провяжите 2 столбика убавка, получится 9 столбиков в ряду. И следующий шестой ряд провязываем 9 столбиков. В седьмом ряду провязываем 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый, второй и прибавка. Повторяем также еще до конца ряда, и получится у нас уже 12 столбиков. Следующий с 8 по 21 ряд, это получается всего у нас 14 рядов, провязываем по 12 столбиков. Должно получиться вот так. Наполняем только нижнюю часть до того момента, как вот мы сейчас провязали 6-7 рядов. Эту маленькую часть наполняем. Вот здесь вверху я уже оставляю деталь пустой. В конце провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Коротенький хвостик оставляем, потому что ручки будем ввязывать в туловище. Ручки связали. Дальше будем вязать ножки. Вяжутся они у меня 2 деталями. Первую деталь начинаем нижнюю с кольца амигуруми. В кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Второй ряд мы будем вязать так. Провязываем 3 столбика в одну петлю 2 раза. В первую петлю провязываем первый столбик, второй и третий. В следующую петлю также провязываем 1 столбик, второй и третий. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Теперь повторяем то же самое еще один раз. Провязываем 3 столбика в одну, еще один раз вяжем 3 столбика в одну,
и 1 столбик без накида. Получилось у нас всего сейчас 14 столбиков. Следующий третий ряд мы провязываем столбиками без накида, без прибавок, без убавок, всего 14. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика. Первый, второй. Вяжем прибавку. Далее 6 столбиков. Прибавка. И еще 4 столбика. Пятый, шестой и седьмой ряд. Получается всего 3. Провяжите по 16 столбиков в каждом ряду. Провязали. В 8 ряду мы провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Набираем 5 воздушных петель. Пропускаем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем в 6 столбик без накида. И дальше довязываем до конца ряда еще 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В общем, получается вместе с этим первым 6 столбиков у нас. Следующий ряд провязываем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. А дальше, смотрите, вяжем по цепочке, но вяжем, захватывая только полупетельку, а заднюю. Для того, чтобы передняя у нас осталась, мы от нее будем вывязывать верхнюю часть ножки. Сейчас вяжем только за задние полупетельки. Здесь у нас находится самая первая, не пропустите ее. Первая, вторая, третья. И вот у нас передние полупетли остаются, их хорошо видно. Четвертая. Пятая. И дальше уже довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Всего 16 должно выйти. Вот что должно получиться.
Следующий ряд у нас уже будет заключительный. Это идет 10-й. Нам нужно с вами провязать 8 убавок. Я убавки провязываю за передние полупетельки. Первая, 7 и 8 убавка. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем чуть подлиннее. Сейчас будем закрывать оставшееся отверстие. Добавляем наполнитель, хорошенько, плотненько наполняем детальку. Вот она у меня прям такая очень плотная. С помощью иголочки стягиваем оставшееся отверстие. Вводим ее снаружи во внутреннюю часть, захватывая переднюю полупетельку. И сразу же подтягиваем. Также обхватываем следующую полупетельку. И проходим так все 8. Теперь вводим иголочку в серединку. И здесь я просто завязываю на узелочек, обхватывая наполнитель. Стягиваю хорошенько. Вот такая у нас получилась с вами деталь. Далее начинаем вывязывать верхнюю часть ножки. Обратите внимание, как я ее располагаю и с какой стороны я начинаю вязать. Получается, присоединяемся. У нас здесь с вами с задней стороны ножки 5 петель. Есть с передней стороны 5 петель. И вот присоединяемся мы между этими 5 петлями посередине. Начинаем вязать в сторону пяточки к носочку. Присоединяемся воздушной петлей. И ее теперь мы считать не будем. Потом мы пропустим ее. Так, сейчас в это же место провязываем 2 столбика. Первый и второй. Дальше нам нужно провязать 5 столбиков, захватывая петельки, оставленные на пяточке. Первый столбик у нас находится прямо вот здесь, очень-очень близко, и тяжело его захватить, поэтому я использую иголочку. Сначала иголочкой я его отодвигаю, иначе у меня крючок туда просто не пролазит. Либо я так долго вяжу, либо мешают только что связанные 2 столбика. Провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый. Оказываемся с этой стороны ножки. Теперь здесь также провязываем, получается, между 5 петлями 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй. И теперь по передней части ножки также провязываем 5 столбиков.
вот которую мы пропускали. Первый. Здесь уже захватываю я полностью 2 полупетли, цельный столбик, второй, третий, четвертый и вот здесь вот он 5-й. Дальше вязание у нас с вами идет по кругу, и мы продолжаем вязать. Вот здесь мы делали воздушную петлю, мы ее просто пропускаем, а следующий столбик начинаем вязать в первый из 2, которые мы провязали сюда же. Вот это уже вяжем второй ряд. Я считаю, вот отсюда его хорошо видно. Вот это у нас 5-очка, вот первый ряд мы с вами сейчас провязали. И дальше вот провязываем первый столбик, второй. И всего в этом втором ряду нам нужно провязать 14 столбиков. Без прибавок, без убавок. Просто вяжем по кругу столбики без накида. Следующий ряд мы вяжем 3-й. Провязываем 1 столбик без накида. Прибавка. Дальше провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й. Снова вяжем прибавку. И еще 6 столбиков до конца ряда. Получается, в этом ряду у нас с вами 2 прибавки, и они располагаются по бокам. Закончили вязать 3 ряда. Следующий 4-й и 5-й ряд провяжите по 16 столбиков без накида. Шестой ряд мы провязываем 1 столбик без накида, прибавку, дальше вяжем 7 столбиков, прибавки опять находятся у нас по бокам. Вяжем прибавку, и довязываем до конца ряда 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й и 6-й. Следующий 7-й и 8-й ряд провяжите по 18 столбиков без накида. Получается 2 ряда. Вяжем 9-й ряд. Теперь у нас убавочки будут располагаться сзади одна и спереди. Провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й, 6-й, 7-й и вяжем прибавку. Дальше провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й. Снова вяжем одну прибавку и довязываем до конца ряда 1 столбик без накида.
В итоге у нас получилось в этом ряду 20 столбиков, и следующий 10 и 11 ряд, всего 2, провяжите по 20 столбиков без накида. Вяжем следующий 12 ряд, провязываем 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем прибавку. Также у нас сейчас одна сзади находится прибавочка, одна спереди. Провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем прибавку. И 1 столбик без накида. Получилось у нас сейчас в этом ряду 22 столбика. Это последний завершающий ряд перед тем, как начнем вывязывать туловище. И на ножке, которую вы вязали первую, провязываем 2 столбика дополнительных, соединительный, и ниточку обрезаем. 2 столбика нужно до вот этого края довязать, чтобы вы сложили ножку пополам и она смотрела прямо. Вот мне понадобилось 2 столбика. Быть может, вам понадобится 3 или наоборот 1. Складывайте ножку и смотрите, чтобы было вязание заканчивалось ровно сбоку. На той ножке, которую вы вяжете второй по очереди, провязываем столбики до следующего края. То есть в этот раз мне сейчас нужно провязать 14. Получится так, что ножка, которую связали первая, заканчивается с этой стороны вязания, а на второй ножке должно закончиться с обратной. Все время смотреть вовнутрь окончания вязания. Тоже регулируйте, складывайте, смотрите, сколько вам потребуется провязать столбиков. Вот мне 14, 13 и 14. Здесь уже я не провязываю соединительный столбик, а дальше будем вязать воздушные петли и соединять ножки вместе. Это уже будет в следующей части.